Вы знаете, я что хочу сказать. Вот на моей памяти, ведь казахи феноменальны были и до этого. Замечательный певец Алибек Нишев, который просто в то время просто не было социальных сетей. Он был певцом, который покорил все, что можно было покорить. И я был директором театра, когда Союзконцерт говорил о том, что они очень хотели, это очень-очень хотели, чтобы Алибека везде показывать. Или вот та же Роза Рымбаева. Она совершила вообще сенсационный поворот в музыке, когда она выиграла «Золотой Орфей», «Сопот» и все остальные конкурсы, гран-при. Это было феноменальность, эта песня «Алия», она взорвала тот период. И я могу приводить много таких примеров, поэтому они были и прежде. Просто не было социальных сетей, и не было вот этого бума, который сегодня есть. И поэтому то, что вот сейчас есть вот наши такие талантливые ребята, я просто горжусь ими. Вот мы здесь в Турции ездим на машине, включаем программу Power. Это такая популярная программа на радио. И в день где-то 4 или 5 раз, пока мы в машине, звучит «Имамбек! Имамбек!» И моя супруга, она нажимала, говорит: «Ой, это Имамбек!» И включаем мы на полную громкость эту музыку, просто потому что мы радуемся тому, что вот наш молодой человек, он сегодня известен, популярен. И в далекой Турции, где-то в машине мы едем, и звучит вот «Имамбек! Имамбек!» Это, вы знаете, это же на самом деле это удивительно, когда вот такой молодой парень, который 20 с небольшим, и вдруг добился такого колоссального успеха. И я считаю, что вот что он, что Димаш, они, если говорить простым языком, они поцелованы Богом. Иначе это невозможно. Это не просто там какое-то везение или там что-то там. Это не везение, это явление. Это настоящее явление. Это удивительно талантливый парень, который, не имея музыкального образования, который, не имея хорошей аппаратуры, создал то, что сегодня пленило весь мир. Там миллионы, сотни миллионов, миллиард прослушиваний, лайков. Когда весь мир танцевал под его хит, это и сегодня он создает. Мы как бы заинтересованно относимся к его творчеству, чтобы не останавливался, что он не шел еще вперед, потому что он тоже своего рода козырная карта нашей страны, нашего народа. И он такой еще обаятельный, он еще такой, честно говоря, очень симпатичный. Мне нравится последняя песня, он клип снял, сам снял там, где-то «Кавказскую пленницу», как бы всю жизнь повернул. Это, конечно, я как серьезный композитор, который имеет самое лучшее образование, я могу его не воспринимать, думаю, ой. Но с другой стороны, от этого ты не сможешь убежать, потому что это веяние времени. На самом деле он делает то, что сегодня нужно миллионам людей. Он делает это, и у него это очень хорошо получается. Он открыл свой стиль. В поп-музыке открыть свой стиль какому-то пацану, там, в какой-то деревне, непонятно, когда там тысячи музыкантов, диджеев занимается, ищет, а этот пацан взял и... Это открытие. Он открыл новый стиль в музыке, в поп-музыке. Это нечто, это на самом деле немыслимо. Не просто там одно произведение, он открыл новый стиль. Почему с ним хотят работать все? Потому что это его стиль, он создал его. Кто-то может повторять, но это уже будет не его, а это будет Имамбека. Это удивительно. And the Grammy goes to Aymanbek Zekenov. Thanks my mom, thanks my dad, thanks my team. Ну-ка давай. Here you go, Grammy goes to. В чем же получается феномен успеха? Это трудолюбие, это может быть земля, в которой появляются эти люди. Может система Министерства культуры.
как-то выстрелила? Вы знаете, в принципе, очень много талантливой молодежи. И надо отдать должное, вот, наверное, тому, что происходило в последнее время в нашей стране. Конечно, наверное, не все на 100% очень здорово, но в области культуры произошли кардинальные изменения. Мы совершили своего рода культурную революцию. У нас появилось множество коллективов. У нас в области культуры несколько учебных заведений самого высокого ранга. Вот была у нас одна консерватория, а сегодня у нас есть Академия музыки, которая стала университетом культуры, которая есть университет культуры Жургенева. То есть у нас несколько учебных заведений, где готовятся специалисты. У нас теперь Академия балета сейчас есть, учебное заведение, где начинают с маленьких лет и заканчивают окончанием высшего учебного заведения. Конечно, мы еще совершим революцию в области балета. Вы увидите еще наших, наверное, потрясающих артистов балета, они уже сегодня есть у нас. Поэтому то, что сегодня происходит, это, конечно, происходит благодаря той, наверное, культурной политике, которая все-таки есть в нашей стране. У нас очень много скрипачей. Мы в области скрипачей, благодаря Иману Мусхаджаевой, у нас сегодня вот был концерт 300 скрипачей. С 5 лет до 20 лет 300 скрипачей играют скрипичное произведение, колоссальное, очень профессионально, чисто, виртуозно. Вы можете себе представить? 300 скрипачей на сцене. Или садится у нас оркестр дамбристов. 2000 дамбристов играют одновременно, синхронно, 2000. Это просто у нас музыкальный бум. Музыку казахи всегда любили, любят и будут любить. И особенно чтить. Вот наши традиции народа, самые известные казахи это были певцы. Вот Биржансал, Нади. Это были певцы Естай. Это были номер один самые популярные люди в народе. Те, которые пели. Амре Хашубаев. Это вот на заре 20 века. Это удивительно. Поэтому я надеюсь, что самые супер-супер казахи появятся еще впереди. И они обязательно будут. Вот сейчас на Славянском базаре выиграла гран-при Рухия Байдыкенова. Вы знаете, я с ней удивительно как познакомился. Я сижу в жюри, Егиз Лебес, у нас программа такая телевизионная, и там смотрю, двое бэк-вокал поют. Одна маленькая, вторая очень высокая. Во время перерыва вдруг вот эта высокая девушка начинает петь мою песню. Аспан, аспан, кандай ашар. Ее пела Роза Рымбаева. Аспан, аспан ашайдай ашар. Жұлдыз, жұлдыз қандай қашар. И она начинает петь, я думаю, конечно, она хотела обратить внимание на себя, потом я уже к ней подошел, говорю, как? А рядом стояла девушка, оказывается, она закончила в Петербурге консерваторию как композитор. Она говорит, а вы знаете, она умеет свистеть. Я говорю, как она умеет свистеть? Я говорю, да, голосом свистит. И она вдруг вот это, Рухия, как свистнет голосом? Я был в шоке. У нее диапазон 5,5 октав. У Рухии. И вот она выиграла Славянский базар. И я уверен, что вот мы с ней разговаривали, я ей говорю, вот ты должна, конечно, получить еще большую школу, да, потому что школа вокала, она никогда не заканчивается. Всю жизнь надо учиться. А потом, конечно, найти свою манеру, свой репертуар. Конечно, всегда нужна песня. Обязательно должна быть песня, которая откроет тебя, твои возможности, красоту твоего звучания, там, диапазон. Поэтому я считаю, что она может состояться как очередная наша звезда настоящая. Но я не говорю о Даниле Тулешева. У нас даже мы внучку назвали Данелией в ее честь, потому что она удивительно музыкальная. Мне кажется, что вот ее звезда, это, наверное, года 2-3 мы подождем, она еще подрастет. Замечательно. Она может стать
звездой международного значения в полном смысле этого слова, потому что у нее все для этого есть. И красота внешняя, и голос, и у нее прекрасно английский. И это тоже многое значит. Поэтому у нас много талантливых скрипачей, пианистов, композиторов, певцов. Поэтому я думаю, что самые яркие достижения еще впереди. И поэтому мне очень приятно, что у вас есть программа «Феномен Казахстана», потому что на самом деле у нас очень талантливый народ. Вот он настолько, иногда я думаю, я же вырос в деревне, я помню, вместе со мной росли пацаны, которые как пели, как они пели. Ну, судьбе не суждено было им состояться, но я помню, как они пели. Я тоже пел, но они пели лучше меня в разы. Я просто думаю, что если бы в свое время могли каким-то образом помочь им, поэтому наша задача стараться помочь им, выявить себя, показать себя. И у нас сегодня изумительный оперный театр, потрясающие коллективы, оркестры у нас, и не один. В советское время у нас был один симфонический оркестр, и второй был в Караганде, ну, Шатковалка. А сейчас у нас сколько симфонических оркестров. В каждом областном центре есть симфонический оркестр. Это на самом деле за эти годы независимости, что мы сделали культурную революцию.